Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Александр Лазарев на связи прямо сейчас, политолог. Александр, приветствую вас. Здравствуйте. Ну что, мы с вами в тот момент беседуем, когда еще неизвестен вот финальный аккорд вот этого всего действия, но мы наблюдаем за увертюрой и другими частями этой пьесы, да? Значит, собрались люди у Мариинского парка, митингуют, к ним выходит Безуглая, но она как бы в народ выходит, они ей кричат: иди работай. В общем, Безуглая работает, перед Гончаренко возле трибуны машет своим планшетом, да, что власть — это народ. В общем, интересное политическое действие мы наблюдаем. Но все это происходит на фоне утреннего обстрела Киева. Все это происходит на фоне обострения жесточайшего на фронте, с потерей Часового Яра, с обреченной Константиновкой, с Сырским, который говорит, что ребята на Запорожье идут. Каменку признали официально, что потеряли Степногорск на очереди. И это выход на, ну, в общем, чтобы достреливать до Запорожья и дронами, и артиллерией. Короче, ситуация очень тяжелая на передовой и в тылу с обстрелами. Но, тем не менее, мы видим этот политический, ну, скажем, такое политическое шапито. Как вы оцениваете перспективы для власти после голосования за возвращение независимости антикоррупционных органов? И чей это был заказ? Вот понятно становится сейчас? Честно говоря, для меня это больше похоже не на заказ, а на подставу, да, на подставу Зеленского, ведь он действительно там начал уменьшать их полномочия, и, скорее всего, те эксперты, политики, которые говорили о том, что американцы дали ему карт-бланш, да, там, на решение внутренних вопросов, были вполне правы, то есть сказали: вот решай. Но не сказали, что за этим последует, да, как бы вот тебе карт-бланш, да, но ты же не спрашиваешь второй шаг, что мы будем предпринимать, либо что будут предпринимать европейские партнеры. И таким образом они загнали Зеленского в очень неприятную ситуацию для него самого, то есть они создали прецедент возможности народного волеизъявления на улице, а этого не было уже более 3 лет. То есть любые протесты запрещены, массовые сборы запрещены. До этого, вспомните, был ковид, тоже при ковиде запрещалось. Ну, в общем, Зеленский как глава государства, да, я не знаю, как правильно назвать, с юридической точки зрения, неопределенный человек, да, неопределенный статус человека. Вот, как глава государства он отвык уже от того, что могут люди собираться, выходить на Майданы, что-то требовать с улицы. Ведь последние протесты, если не ошибаюсь, были по рынку земли, а это, на секундочку, конец 19-го, да, начало 20-го года. Ну, до ковида. Дальше все забыли. Вот, и было запрещено. А сейчас люди начали массово выходить. И вот есть тонкие нюансы, тонкий момент. Мы посмотрим после голосования. Если протесты не прекратятся, если не свернут плакаты студенты и не уйдут по домам, да, а дальше будут протестовать, найдут новую проблему, найдут новую причину. А я думаю, со мной согласится каждый наш зритель, что причин и проблем, ну, огромнейшее количество, да, их прям выискивать не надо, они все лежат на поверхности, перечислять даже не буду, все и так прекрасно понимают и базовые права человека и прочее. Вот. И если это продолжится, то значит это политический заказ, да, и колокол звонит по Владимиру Зеленскому, и звонит уже очень громко. Вот сегодня нам станет на самом деле понятно. То, что его подставили, скорее всего, да. Вот решил парень разобраться с западной инфраструктурой антикоррупционной, да, которая, я напомню для зрителей, подчиняется это в основном даже не Зеленскому, там, не офису президента, там, не прокуратуре, там, да, не Верховному суду. Подчиняется напрямую западным институциям, которые деньги им платят, которые конкурсы проводили, да, и отбирали, и глав назначали. Вспомните, когда НАБУ возглавлял Сытник-коррупционер, суд украинский признал человека коррупционером, но его никто снять не мог. Ну, то есть это прям нонсенс был такой. Человек увлечен в коррупции, да, суд доказал, а он дальше возглавляет антикоррупционное бюро. Поэтому как бы понятная история, что он посягнул на святое для демократов, на святое для глобалистов.
Вот. А Дональд Трамп, для него ситуация удобная, я думаю. Для республиканцев ситуация удобная. Зеленский уже давно поперек горла республиканцам стоит. Его выходки, его метания между Британией и Соединенными Штатами Америки, его несогласие на те условия, которые нужны американцам. А я напомню, что для Трампа в первую очередь нужен красивый, именно красивый выход из украинского кризиса. Да? Зеленский на это не соглашается. Зеленский не хочет подписать там соглашение. То, что происходит в Минске, в Стамбуле, больше похоже на профанацию, чем на какие-то переговоры по реальным проблемам. Гуманитарная часть, да, не трогаю. По гуманитарной части все идет хорошо. Обмен военнопленными, обмен телами, все это происходит. Но политическая часть, военная часть – это профанация. Невозможно обсуждать два противоречащих друг другу меморандума в течение 30 минут. А это все прекрасно понимают, да, американцы в первую очередь. Поэтому Трамп и бесится во многих случаях. Он понимает, что то, что он наобещал, оно сейчас невыполнимо. Но я хотел бы отметить еще один момент. Вот вы в начале вопроса сказали про обстрелы Киева, да, сегодня массовые обстрелы, ночью, утром. Вот. И есть такой нюанс. Я не буду ничего говорить, да, не буду делать выводы. Я просто хочу задать вопрос, возможно, риторически, люди сами себе на него ответят. Вот массовые обстрелы ночью и утром в Киеве. И Верховная Рада собирается с онлайн-трансляцией. С онлайн-трансляцией. Можете ли вы себе представить ситуацию, что во время 12-дневной войны на Ближнем Востоке между Израилем и Ираном иранский парламент, к примеру, собирается с онлайн-трансляцией? Через сколько минут, да, эта онлайн-трансляция закончилась бы? Я ни к чему не призываю, я ничего не хочу сказать. Я просто для людей даю возможность задуматься, а как так происходит, да, когда такая концентрация людей и ничего не случается. Дай бог, чтобы ничего не случалось. Я всем желаю жизни, добра. Для депутатов и для украинской власти желаю справедливости, да, от народного суда. Вот. Ни смерти, никому смерти не желаю. Но это вопрос. Над этим вопросом должны задуматься люди с различными точками зрения, да, с различными позициями политическими. Просто надо задуматься. Так вот, Зеленский, и после этого, пускай Зеленский не заявляет, что на него там миллионы покушений совершаются, и он там прям выживает, ну чуть ли не Фидель Кастро, да, 750 покушений на человека было сделано. Интересный момент. Ну вот эта подстава, мне кажется, сегодня будут сняты маски. Если протесты не уйдут, значит это прецедент для того, чтобы шатнуть кресло под Зеленским, причем не просто шатнуть, а вырвать ножки с этого кресла. Ну, это действительно по поводу онлайн. Ну, все же должно быть прозрачно. Но это же антикоррупционные органы. Это же вот мы... Как это? Зеленский пал с пьедестала демократии. Надо возвращать Зеленского на пьедестал демократии. Это западная пресса, которая в хвост и в гриву просто песочит последние дни Зеленского, Ермака и так далее. Тут же очень такой еще один интересный нюанс. Опять золотые унитазы появились, Александр. Ну, слушайте, и начинается вот эта война, это, конечно, очень боковое. Может быть, да, сплетни там собираете, тут это Шелест с Лазаревым обсуждаете. Нет, это же демонстрация нам духа времени. Мы все помним золотой батон и золотой унитаз Януковича, которые были, ну, залегендированы. Ну, это как бы вымысел такой был. Это, знаете, это никто... Сережа Лещенко. Ну, никто этого не видел, но это вброшено, запечатано в массовом сознании. И вот сказано, смотрите, у него там был золотой батон, смотрите. А тут теперь тот же самый прием. И теперь это квартира Миндича, которая как бы прослушивалась. И оттуда есть очень интересные пленки и формулировки. У нардепа Железняка откуда-то появилась фотография сортира. Откуда? Смотрите, я даже нет, понятно, что это может быть произведение искусства, да, то, что там они с точки зрения, там, может, фотографировал дизайнер там, для ремонта, какие бывают ремонты. Но я даже не могу понять, зачем его вот так фотографировать, даже если он такой крутой. Но, тем не менее, фотография есть. И разгоняется та же самая технология. Миндич, там, совладелец квартала 95, душерассказчик Зеленского, как пишет отдельная пресса. Ну, то есть человек, с которым они могли бы по душам поговорить. Человек, который
как бы отпочковался от Коломойского, вместе, получается, с Зеленским. Коломойский, который в СИЗО. И вообще вот это Боголюбов, там квартира рядом, было затопление. В общем, смысл в чем? Мы сейчас наблюдаем, помимо вот этого тренда расхождения условно глобалистов, заказчиков и украинской власти, и они наводят порядок вот таким образом для себя прежде всего, мы наблюдаем еще очень интересную историю компромата, который может вынырнуть, и, внимание, не без участия сидящего в СИЗО Коломойского. А это уже куда интереснее с точки зрения того, как будут меняться конфигурация власти в Украине. Что думаете по этому поводу? Ну, то, что у Коломойского есть компромат, и этот компромат очень серьезный, ну, здесь сомнений нет. Тут, как говорится, гадалки не ходи, потому что Зеленский и его окружение, они плотно сотрудничали с Коломойским еще когда работали в 95-м квартале по медийке, по созданию фильмов, по финансовой части, всплывали пленки, вспомните, там еще в довоенный период, об офшорах Зеленского, да, которые там вместе с Коломойским они куда-то выводили, то ли 40 миллионов долларов, суммы звучали такие. Тут главное, чтобы Игорь Валерьевич, желаю ему здоровья, да по пути Эпштейна не сходил, потому что, ну, дела-то очень высокого масштаба сейчас, да, на карте много что стоит. А насчет Миндича, я думаю, что Миндичу теперь пора менять фамилию на Медичи. То есть, судя по тому, какой у него интерьер в доме. Вот. На самом деле, то, что эта фотография имеет место быть и вполне возможно сделана, она действительно в квартире Миндича, раз там была прослушка, и детективы того же НАБУ устанавливали ее, я прям уверен, да, они, увидев такое сотворение искусства, да, они решили его зафиксировать. Ну, авось потом пригодится, либо просто поржать. Откуда это у Железняка? Тоже 2 плюс 2 – 4. Ну, Железняк в какой партии? Партия «Голос». Партия «Голос» ориентируется на какие структуры? На структуры того же, там, например, Джорджа Сороса, да, на фонд Возрождения, на антикоррупционные всякие общественные организации. И вот вам антикоррупционное бюро, которое тоже ориентируется на ту же глобалистическую группу, то есть они между собой связаны. Соответственно, слив, ну, логично происходит через тех Мы депутатов, сейчас которые очень близки. аккуратно, когда обсуждаем туалетную золотую тему, со словом «слив». Это точно, да. Ну вот такой слив и произошел, да, в квартирах Медичи. Но сам факт, да, я не буду судить там на вкус и цвет товарища, нет, конечно, да, ну сколько бы себе денег не было, ну это жлобство, я прошу прощения, такая, ну прям это отражение внутреннего мира человека. То, что насчет Януковича, тогда можно к нему по-разному относиться, но тогда Сережа Лещенко с этим батоном носился, да, как будто, ну, честно говоря, никто не видел, что он был у Януковича. Может и был, да, я не буду никого оправдывать, никого клеветать. Ну, то, что у Миндича прям такой нужник солидный, ну, это показывает, что у человека денег столько, что он уже не знает, куда их деть, да. Но, опять-таки, дорогие друзья, все, кто нас смотрит, ну, понятно, что это не из золота этот нужник, да, он там позолоченный. Никто из золота нужники не делает, даже люди с таким аппетитом, как окружение Зеленского. Но скандал веселый, скандал классный, своевременный, опять-таки, во время протестов, во время повышения налогов, во время уничтожения базовых прав человека, во время там безработицы, войны, бедности, которая растет. Насчет бедности даже не Лазарев, Гетманцев об этом говорит, что она в 2 раза там выросла опять. Она, я напомню, для зрителей до войны была, там 10 миллионов человек за чертой бедности ЮНЕСКО публиковала, да, а сейчас еще больше. Ну, собственно говоря, людей это драконит. Золотые нужники драконят людей, когда государство находится в финансовой пропасти. И тут я прям узнаю брата Колю, да, чувствую руку мастера. Вот же в момент Майдана в 2017 году этот же батон не случайно появился, да? Это был символ коррупции. Вот помните, сделали, потом продавали, ходили по всему Киеву даже магнитики с этими золотыми батонами, которые можно было вешать на холодильнике. То есть это символ коррупции, против которой как бы боролся Майдан. И вот тут невзначай появляется новый
символ коррупции – нужник Медичи. Красиво, красиво. Технологично, технологично. Обсуждаемо, да. Особенно для тех, кто протестует. Ну, поверьте мне, вот студенты, которые собрались сегодня под парламентом, собирались возле театра Ивана Франка, там, да, в Днепропетровске, во Львове, в Харькове, тема золотого нужника, для них она, ну, по духу времени более смешная и интересная, чем тема САП и НАБУ. Посмотрите на те плакаты, которые они пишут. Там какие-то нецензурная брань есть, шутки и прочее, которые свойственны 17, 18, 19-летнему человеку. Да? Ну, не всем, разумеется, но вот тем, которые собрались, свойственно. И тут им прям подкидывают такую тему. А к этому подключится и старшее поколение, в основном там 50-60 плюс, которые потеряли работу, кто-то потерял детей. Вот, например, у кого-то, да, у женщины, там, которая там недавно там в Одессе или где там песню заказывала Шатунова, да, там у прохожего музыканта, сын погиб. И она смотрит, например, да, а у Миндича нужник золотой. Тогда вопрос, а за что сын погиб? Ну, то есть это у людей вызывает эмоцию. И это сделано, я сейчас говорю с точки зрения политолога, технолога, да, то есть это сделано очень грамотно и очень своевременно. Вообще, конечно, ну, понятно, что, наверное, парламент все-таки проголосует. Мы вот в этот промежуток сейчас там говорим с вами, да, немножко позже, зрители. Тут даже дело не в этом. Тут дело в дальнейшем пути, по которому пойдет условно украинская власть. Потому что откат назад и то, что прижали Зеленского к ногтю, а он же, ну там же мы слышали разные версии, что это Ермака была идея вообще замутить эту историю. О том, что, простите, тут не просто он рот открыл не на тех, а ему нужно было это делать для того, чтобы обезопасить своих, Чертышова, Миндича, свою эту когорту. Они там еще замки строят помимо нужников, там, да, в Козине, то есть для своих детей и своих там родовые гнездышко, поместья. То есть они собрались надолго. То есть они хотят удержаться надолго. И вот эта история исключительно для того, чтобы замести следы, для того, чтобы условно не взяли за мягкие ткани и в общем, не привлекли к ответственности. Но ответственность-то гораздо больше, чем вот эта коррупция. Хоть и коррупция колоссальная. Ответственность за жизни людей и за историю с войной. А за войну вы заметили, что показывает все эти танцы вокруг НАБУ, митинги, вот эти все? За войну никто не отвечает. Вот складывается впечатление, что сейчас нет ответственного за войну, хотя речь идет вроде бы как о Верховном, вроде как главнокомандующем. Есть один, который в Воге фотографируется, да, бывший уполномоченный за войну. Да? Его уже не уполномочили. Тоже, кстати, такой момент для всех сторонников господина Залужного. Вот. Да, опять-таки, технологично он выглядит куда привлекательнее, чем Зеленский, да, на нем меньше негатива, но тем не менее, общаясь с людьми, которые имели когда-то отношение к воинской службе, да, там, в Украине, они мне сказали такой момент, что офицеров, а тем более генералов, да, очень редко списывают по состоянию здоровья. Ну, прям что у тебя должно быть такого, чтобы тебя списали? Сердце там, не знаю, ну, прям очень больной человек должен быть, который не может, ну, мозги отказали, да, он не может выполнять те функции, которые на него возложены. А в основном, если тебя отстранили от должности главкома ВСУ, так будь добр, иди служи генералом полевым, да, ну ты ж батька там, почему ты не служишь? Нет, удобнее же все-таки уехать в Лондон, ездить в хорошем автомобиле, там ему дом неплохой дали, как послу Украины, да, откупные Зеленский отсыпал, чтобы он на себя не перетягивал в тот момент еще, когда он уезжал, чтобы он на себя электоральной симпатии не перетягивал. И сейчас он фотографируется в таком образе, да, в журнале Vogue. Ну, молодец, в общем, да, молодец. А что касается Зеленского, его окружения, ну, это показатель недалекости, потому что то, что они мутят в Украине, да, надеяться на то, что они там надолго засядут и строят какие-то большие дома, это показатель глупости и близорукости. Потому что если ты хочешь в этой стране править там надолго либо навечно,
а не оттягивать момент неизбежного и ждать, пока сила действия, да, выровняется с силой противодействия, пока народная пружина не вскочит и не взорвет ситуацию, то ты должен себя немного по-другому вести по отношению к людям внутри Украины. К людям в первую очередь. Та же армия, я так, насколько я понимаю, даже рядовому солдату понятно, кто и как мутился, в том числе и Залужный, да, при Резникове, на тех же яйцах, на тех же бронежилетах. Эти же скандалы есть, никто не забыл. А люди, которых мобилизовали, отправили, условно говоря, в кроссовках и в пикселе воевать без бронежилета и с одним автоматом на двоих, такая история тоже существует. И те солдаты, которые сидят сейчас на фронте, смотрят на дома Чернышевского, да, на дома там Зеленского, Ермака, у них желание возникает с другими, да, персонажами вести противостояние, так скажу. То есть это факт, это действительно народное волнение. Мне кажется, если Запад не просто решил показать Зеленскому, что у них есть механизм давления на него, да, что они могут его приструнить там, посредством массовых протестов, а реально решили качнуть, волна пойдет серьезная. Действительно, люди могут, как снежный ком, присоединиться и все эти проблемы поднять наружу. Все рассказы о том, что там Ермак... Вот недавно, да, вот такой прикольный вброс был, что, дескать, в Альпах встречался Ермак, Буданов, Залужный, и они там планировали какой-то заговор. На самом деле звучит классно, да, но многие выдают желаемое за действительное. Мне бы интересно было, чтобы Зеленский не знал о том, что Ермак выехал, Буданов выехал, еще встретились с Залужным, ему об этом не доложили, но он, наверное, должен быть в каком-то, не знаю, эйфорическом угаре, да, чтобы не замечать этого. Поэтому, вброс классный, но, конечно, слабо верится, что это действительно было так. Но то, что могут вести сепаратные переговоры, то, что многие в украинской политике, а в том числе ущемленные олигархи, ущемленные чиновники, которые раньше имели власть, а сейчас этой власти не имеют. Агентура Запада, да, по типу тех же Соросят, я уверен, они ведут эти переговоры, с ними ведется работа, и в том числе эта работа может вестись и внутри окружения Зеленского. Ведь, как бы это смешно ни звучало, да, для политического анализа ситуации, но тем не менее, появление Зеленского без Ермака тоже о многом говорит. Да? Переодетый Ермак, который уже выглядит не так, как его патрон, тоже говорит о многом, что человек пытается как-то отгородиться от этой истории, как-то вписаться в те тренды, которые диктует Запад, да, условно говоря, с тем же протоколом. Не вызывать такое раздражение, которое он вызывает у американцев, да, там, у британцев, пытается подстроиться. Ведь он понимает, что Зеленский, он на себе аккумулирует весь негатив. Ермак хочет встроиться в систему. В этом смысле он грамотный аппаратчик, да, но не факт, что у него это получится. Но пытаться он может. Вот недавно Центр протидії коррупции, тоже, кстати, финансируется Фондом Возрождения, да, и смежными организациями, делал заявление, что вот Ермак может пойти на отказ там, от евроинтеграции, НАТО и прочее, и договориться с Россией, чтобы удержаться при власти. Может Ермак на такое пойти? Да, тут гадалки не ходи, он на что угодно может пойти, мать родную продать, чтобы удержаться при власти. Власть – это большой наркотик, а тем более власть бесконтрольная. Раньше хотя бы была система сдерживания противовесов, да, что ты шаг влево, шаг вправо, тебя могут приструнить. Условно говоря, была какая-то оппозиция, которая могла поднять вопросы, там, создать проблемы для власти, как-то регламентировать их действия, сузить эти коридоры. А сейчас же у них широкое поле, поэтому на все могут пойти. Кинуть Зеленского, предать Зеленского. Слушайте, история Брута столько раз повторялась за всю историю, да, существования человечества, что очередной Брут или Андрей это не будет чем-то прям вау, таким непонятным, непостижимым. Вы так отметили эту трансляцию онлайн. Слушайте, как будто правда перенесся в какое-то такое время, довоенное, до широкомасштабное. Они там то дерутся друг с другом. То Власенко там, то аплодируют же, аплодисменты, внесли законопроект, там средний палец тычет с надрывом эмоциональным. То есть вот этот вот, скажем так, вот это болото, да, которое из себя представляет украинский парламент во время войны, наверное,
не только потому, что опасная война и может прилететь, запретили, потому что это действительно дестабилизирующая история. Если человек просто включит и посмотрит, он охренеет, какое у нас единство, как все консолидированы и как все сплочены плечом к плечу борются с Путиным и с его солдатами, и с его продвижением на фронте. Трамп за кого сейчас играет? Что вы скажете по поводу восьмидневного ультиматума? Насколько эта история, я обратил внимание, на это, кстати, мало обращают внимание, нет радости. Нет. Только сейчас начинает, там Зеленский включался на финскую конференцию ОБСЕ, включался и говорит о том, что нам нужно снести режим Путина. Тут у самого режим шатается, там трещит, и это действительно то, что произошло вне зависимости, там, допустим, плюс или минус в Верховной Раде, депутатам хватит, все проголосуют, там, одни уверяют, там, какая разница? Сама ситуация вот этих 2 недель – это серьезная разбалансировка и удар по режиму, все это признают. Причем неважно, чем закончится. Это уже состоялось как факт. Зеленский быстро-быстро подписал законопроект, ему позвонила Урсула Стармер и Макрон, и со всеми обсуждал, дали щелчок по носу, он откатился назад, и сейчас это все уже, это подранок. Я хромую утку не буду, подранок. Зеленский подранок в политическом смысле. И получается, что, он говорит, надо режим валить Путина. Так а Трамп вот этими своими ультиматумами и обратным отчетом дней, он все-таки нацелен, какую цель преследует? Путина завалить режим. Так он выходит, говорит, а я не знаю, сработает или нет, но мы введем. И вторичное введем. И Индия, у них мертвая экономика. И, в общем, и Россия тоже. В общем, мне все равно, я буду вводить эти тарифы, вводить пошлины и давить. Это тот мир через силу, который просит Ермак и Зеленский. Это больше похоже на схему, да. А насчет, кстати, подранка, все, кто охотой занимаются, прекрасно понимают, что это самый опасный, да, момент в охоте, потому что он уже не останавливается. У него нет ни преград, ничего. То есть он просто мчится и может и взорвать, да, и все что угодно сделать, все что угодно. Поэтому это на самом деле тут нужно отдать должное, людям нужно на это обратить внимание. Если даже в такой конфигурации обсуждать, оно действительно так и выглядит. Насчет Трампа, я задавался этим вопросом, да, многие коллеги мои говорят, что это экспрессивный подход, это у него подача такая, что он такой театрал, любит мнение и прочее. Да, с одной стороны, да. Но давайте просто посмотрим, что происходит. Трамп нагибает сейчас, жестко нагибает Европейский Союз. Прям жестко. Урсула подписала то, за что за что садить должны. Потому что это ущерб национальным экономикам Европы. Просто этот человек взял в ущерб национальным экономикам Европы и подписал беспошлинный ввоз американских товаров. Американских, то есть это те товары, которые являются прямыми конкурентами европейских. То есть это первая конкурирующая экономика Европы. Потому что у Китая там другие стоимости с производства, да, другие масштабы. А американский товар, американский автопром возьмите, да, это просто вообще шикарно. То есть мало того, что Volkswagen переехал в Штаты, производит там автомобили, потому что для этого Шольц сделал все, чтобы это произошло. Соответственно, Mercedes-Benz также уже часть перевез производства в Соединенные Штаты Америки. Гендиректор полгода назад заявлял, что скоро Mercedes загнется, если дальше будут власти принимать такие решения. И недолг тот час, когда европейские автомобили, да, это просто пример только на автомобилях, не поедут в Штаты, потому что в Штатах их никто не купит. А американские Мерседесы будут бороздить просторы Германии, да, по их автобанам кататься. Это первый момент. Покупка дорогущих энергоресурсов. Второй момент. Уже Европа говорит, национальное государство мы не потянем, мы не знаем, как принять. У нас нету столько заводов по разжижению этого газа, который американцы хотят продать. Трамп уже говорит, что не факт, что у него есть столько, чтобы продать. Да? Но это проще. Можно перекупить и продать дороже. То есть Трамп бизнесмен, он найдет выход с этой ситуации. Но Европа в экономическом смысле, Трамп ее поставил на колени. И тут мы смотрим, что он говорит так, 50 дней России...
Но, говорит, в России-то особо реакции никакой не было. И мне, в принципе, понятная позиция Путина, да, она мне вообще не нравится. Поэтому что ждать 50 дней? Я хочу через 10 дней. Вот через 10 и все. И параллельно с этим в России, говорят, спикер Кремля Песков, говорит, приняли к сведению. Вот. Американская делегация встречается с китайской и говорит, мы будем вводить санкции, если вы будете торговать с Россией. Значит, что получается? Китай дает ответ, что, ребята, мы суверенное государство, мы торгуем с тем, с кем хотим, и в каких объемах, в тех объемах, в которых тоже мы считаем нужным. И параллельно с этим они начинают с Индии, и против Индии начинают вводить уже пошлины. И заявляют, там, мертвая экономика, хотя с точки зрения соотношения реального сектора, который есть в Индии и в США, то скорее в США мертвая экономика, если не брать виртуальный сектор. Это немаловажный момент. А еще и потребительский рынок внутренний, да, а еще и взаимоотношения внутри БРИКС. Ну, короче, долгая тема экономическая, но суть в том, что в Индии далеко не мертвая экономика, очень далеко. Вот. И американцам во многом позавидовать надо Индии. И суть в том, что американцы находят возможность надавить на ту же Индию и на другие страны. Удар же придется в первую очередь на эти страны. И я думаю, что, скорее всего, вот эти вот представления Трампа, что вот Россия, мы сейчас в первую очередь призваны ударить не по России. Призваны ударить точечно по государствам, которые там американские экономисты просчитали, что вот сейчас необходимо гасить их рост. Вот гасить и все. А какой предлог еще можно придумать? Лучше предлога, чем украинский кризис, да, чем сотрудничество с Россией, ну, найти невозможно. Эта тема, она как бы всему миру известна, уже много санкций было введено против многих государств, поэтому нужно педалировать этот вопрос. Я думаю, что мягкая реакция Кремля на это все, она реально мягкая, ну, помимо там перепалки Трампа и Медведева, да, отдельная история. Вот. Но мягкая реакция официального Кремля, то есть Пескова, как спикера президента России, говорит о том, что ожидаемая история была. Ожидаемая и, возможно, согласованная. Я утверждать не берусь, но мы же помним, что месяц назад, или сколько там, 3 недели назад, была встреча важнейшая Рубио и Лаврова. А в итоге мы не знаем, о чем они договорились. То есть нам не рассказали. Публично не было сказано. Сказали, что там такие договоренности, да, вот прям такие, но вот какие не сказали. Поэтому это очень важный момент. Может быть договоренность? Может. Что касается Российской Федерации, ну, с 2014 года 29 тысяч ограничительных мер введено. Ну, ведут они еще эти, ну, найдут они обходные пути. Ну, с теми же танкерным флотом, ну, будет опять смешиваться где-то нефть посреди моря, да, ну, уже находили, мне кажется, схемы существуют. Поэтому я, честно говоря, вижу в этом точечные удары по тем экономикам, по которым Трамп считает нужным нанести этот удар. Ну, а это всего лишь предлог. И, конечно, да, здесь, ну, введет Трамп какие-то санкции против России, да, но они будут, наверное, показательные через 10 дней, ну, уже 8. Значит, 331 голос проголосовал парламент. Вот, все, конечно, радуются на улице возле Верховной Рады. Смотрите, дожали, прогнули. Мнения просто расходятся сейчас, до конца непонятно. Это касается вашего предположения по поводу того, что так что это означает. Там, да, как бы бунт подавлен, все нормально, все возвращаются, ну, как бы на старые рельсы. Или все равно мы попадаем в какую-то новую реальность. Ну, еще и проголосовали так, 2 раза не вставать вдогонку, что быстро-быстро подписал и Стефанчук, и Зеленский. А Зеленский там, наверное, уже рядышком где-то там выглядывает у черного входа в Верховную Раду, чтобы тоже быстро-быстро подписать и, в общем, закрыть эту историю, перевернуть эту страницу. Перевернется ли страница с воровством, окружением? Успели ли найти все файлы, серверы, записи и обо всем договориться? Или этим же депутатам, которые в любом случае, да, вернув независимость на БУИСАП, тоже будут мстить? Интересный момент, ведь посмотрим, да, по сегодняшнему дню и по завтрашнему, будут протесты или не будут. Если будут протесты, значит, то, о чем мы с вами говорили в начале, то есть эта версия рабочая, и она действует. С другой стороны, я не вижу логики с точки зрения заказчиков протестов, ведь, ну, я думаю, никому секрет Полишинеля не открою, что протесты стоят денег. То
То есть организация, деньги, оплата присутствующих. Да, может быть, не все получают деньги, потом есть массовый эффект, подключаются люди, но костяк, десятники, сотники всегда получают деньги. Выделяются там на плакаты, на кричалки, этим все занимаются политтехнологи. Вот, и очень много митингов, да, я видел в своей жизни, и могу на пальцах одной руки посчитать те, которые были без денег, там, где люди реально приходили за идею, за какие-то свои права, которые конкретно их касаются. В основном массовые бунты, честно, были просто за денежку. Так вот вопрос. Если тема была понятна, она была понятна еще там в понедельник, да, или когда, что Зеленский проголосует, Зеленский проголосует, что парламент проголосует, Зеленский подпишет, об этом было сказано. То есть если проблема исключительно в этом законе, да, который проголосовали, вопрос, зачем тогда тратить деньги и несколько дней подряд выводить этих людей, оплачивать все, что происходит. Мне кажется, смысла тогда бы не было. Можно было бы вывести тогда, когда потом Зеленский сказал, все, я откатываю все обратно, и для красивой картинки можно вывести было под парламент сегодня. А все эти дни зачем? То есть я не вижу в этом смысла, да, с точки зрения там затратной части, организации, там картинки и прочего. То есть в этом нет логики. Александр, это цирк, конечно. Великолепное голосование за законопроект президента о независимости на НАБУ-ИСАП. У нас замечательное гражданское общество. Прекрасная молодежь, которую слышит президент Зеленский. Есть быстрый диалог власти и общества. Кто написал? Ермак. Класс. То есть, понимаете, красиво, конечно, играют. Да, но табуретки имеют свойство разъезжаться. Вот могут разъехаться, а дальше треснуть что-то может. Да? То есть такое очень часто бывает, особенно в политике, и это может быть воспринято как одной, так и с другой стороной, но не очень позитивно. Хотя, понятно, в украинской политике существует правило не предать, а предвидеть, да, и вовремя предать — это то же самое, что предвидеть. Но, тем не менее, отношение к Андрею Борисовичу за границей уже давно сложилось, и оно не позитивное. И если он пытается таким образом примазаться к обратной стороне, хотя все понимают, и те же структуры глобалистов, демократов, антикоррупционеров, да, они же прекрасно понимают, что крышевал это все не Медич, Миндич, не Чернышов, а конкретно Андрей Ермак. То есть он руководил в прямом смысле слова, да, всеми этими процессами. Но сейчас у него же, опять достижение. Он с народом. Он с народом, да, и он еще и подчеркивает, что Зеленский с народом. Такое чувство, что неделю назад или 2 недели назад это, наверное, Госдума России голосовала этот закон, а не Верховная Рада, да, и там подписывал, наверное, не президент Украины. То есть подписывали какие-то другие страны. Вот они сейчас это так подают, и та же Безуглая, которая выходит к протестующим. То есть я проголосовала за этот закон, но я к вам выйду постоять. У меня, правда, своя тема, да, одиночный пикет у нее, но тем не менее она вышла постоять. Это уровень политической культуры сейчас в Украине, вот он так отображается. Комедийно, да, с одной стороны, а с другой стороны, для населения, которое не участвует в балагане, а просто пытается выжить, ничего в этом смешного нет. То есть они видят, как между собойчики какие-то решаются. А дальше все-таки нужник Миндича, да, надвисает над Ермаком, Зеленским и парламентом. Если мы все-таки попробуем оценить ситуацию с Европой, хватит Европы на 3 фактически задачи. Первое – это платить в НАТО. Второе – платить Украине, да, за Украину, то есть брать на себя все издержки войны. И третье – энергоносители покупать у американцев. Одни, опять-таки, мнения разделились. Некоторые действительно видят в этом определенный план. В чем заключается план? Что вот это все подписав, Европа не может выполнить. Кроме одного маленького нюанса. Европа все сможет выполнить, если условно
американцы купят трубы, которые идут из России, и как бы перепродадут российский газ. То есть вот эту историю такую, она, понятно, полуконспирологическая, но это давно идет уже. Эта тема о том, что американский бизнес хочет выкупить северные потоки и качать через него газ. И вроде как Европа формально отказалась от российского газа. Это будет типа уже американский газ. Ну, то есть вот такая история. И вот если мы добавим сюда этот пазл, то тогда, в принципе, складывается энергетическая ну и физическая, в том числе, безопасность. Все как бы, всем сестрам по серьгам все довольны, все стоят на своих идеологических рубежах, и войну в Украине можно заканчивать. А чего? Вот эта труба уже не нужна, украинская, все уже. То есть ее и так остановили, можно теперь и порезать. И, в принципе, ну, как бы Украина уже не так интересна, если этот, как бы, пункт добавить вот в этот список договоренностей. Или это фантазии, что вам кажется? Ну, давайте фундаментально на эту ситуацию посмотрим. Я до сих пор остаюсь сторонником той версии, что в геополитическом смысле конфликт, который начался в 2022 году, он в первую очередь привел к тому и должен был привести к обескровлению европейской экономики. То есть, как бы европейская экономика в этом смысле среди... Ну, Украину мы сейчас не берем в расчет по одной простой причине. Пусть простят меня зрители, но Украина является геостратегической точкой опоры. То есть, это... Государство, которое не имеет права на принятие самостоятельных решений, это государство в геополитическом смысле, на которого действуют интересы других игроков и которые становятся, к сожалению, мячом на футбольном поле. Нравится это кому-то или не нравится, но за это нужно сказать спасибо Парубиям, Порошенком, как его, Турчиновым, да, потом и Зеленскому, собственно говоря. То есть вот эти ребята сделали так, что Украина перестала быть суверенным государством с точки зрения там, принятия решений на международном уровне. Да, и уже внутреннем уровне тоже мы видим то же самое. Так вот, суть в чем? Что еще в 2018 году начался новый виток кризиса перепроизводства. Я вкратце сейчас скажу, да, там и технологический уклад шестой начался, его повышательная афаза, если брать по Кондратьеву, а всегда, когда идет повышательная афаза, то есть технологического уклада, это резкое развитие новых технологий. Ну, мы видим там искусственный интеллект, мы видим роботизацию, потом это все переходит на жизнедеятельность человека, замещение профессии и прочее, прочее. Но идет гонка технологическая. Во время технологической гонки всегда происходят конфликты, войны. Они обогащают то или иное государство, они помогают развиваться технологиям, они убирают конкурентов. И тут самое важное – это убрать конкурентов. Соединенные Штаты Америки еще в тот момент приняли себе за стратегическое руководство, еще при первой каденции Трампа, что основной конкурент, не основной, противник, основной экзистенциальный противник – это Китай. Конфликт с Китаем неизбежен рано или поздно, экономическая логика об этом говорит. Но Соединенные Штаты Америки, прежде чем вступят в конфликт с Китаем, должны поднакопить определенного экономического жирка. И сделать они это может только за счет экономического каннибализма своих союзников политических и, как я уже говорил ранее, конкурентов в экономическом смысле, то есть Европейский Союз. Европейский Союз стал заложником своей идеологии, неолиберальной повестки, которую также ему навязали со стороны Соединенных Штатов Америки. То есть согласование четкое шло идеологической конъюнктуры. А опять-таки возвращаемся к классике, когда-то Маркс писал, что идеология – это ложное сознание. Да? Идеология объясняет, почему политики действуют так и не иначе, то есть чтобы убрать экономическую подоплеку. И вот европейская элита, которая встроена в эту систему, она создала идеологическое пространство, которое движется в определенном ключе. И выйти из этого ключа они не могут, потому что тогда придется объяснять, почему были приняты те или иные действия. И тут начинается война. И тут европейцам говорят, значит, вы должны отказаться от дешевых энергоресурсов. Бац, отказываются.
Замена какая? Правильно, дорогие энергоресурсы Соединенных Штатов Америки, там, с Катара, да, с других стран. Вот, на 40-50% они дороже российских трубопроводных. Что в итоге получается? Получается, что европейские производители получают энергоносители, углеводороды на 40% дороже, чем американцы те же. Чем американцы? Это влияет на конечную формированию стоимость продукта? Конечно, влияет. Это влияет на модернизацию производства? Влияет. Это влияет на развитие технологий? Влияет. Что они делают при этом? Проигрывают. Но и этого мало американцам стало. Они создали на своей территории все условия, что ведущие экономические корпорации Европы переместили материнские компании. То есть фактически стали американскими. Что они делают? Перемещают. Потому что в Европе они в убыль идут. Нету патриотизма в таких транснациональных корпорациях. У них есть заработок, они чисто математику считают. Им выгодно. Американцы создали условия, да, переносим производство. Все, ударили по самым важным точкам экономическим. Дальше что происходит? А давайте мы вас добьем, да, последний гвоздь в крышку гроба. Делаем, чтобы ваши товары у нас были по завышенным пошлинам, а наши товары были вообще беспошлины. И еще вы обязуетесь купить у нас энергоресурсы. И они подписывают. Что это, как не предательство Европейского Союза со стороны той же Урсулы? Так, а зачем они... И Подождите, зачем? Ну вот, смотрите, это же не потому, что там тут мы сидим с вами такие умные, там это все рассуждаем, но они же зачем-то это делают. Они Европейская же элита? на что-то рассчитывают, у них же тоже есть стратегические цели, институты. Они же не просто так, ну, условно, дают Трампу победить. Ну, вот это и ситуативно имеется в виду, в ситуативном махаче. Не просто так, да, не просто так. Вот взять, например, у каждого есть, так сказать, да, своя история и политическая, и личная. Что касаемо Урсулы фон дер Ляйен, да, так у нее есть проблемы, условно говоря, с компроматом. Да, ковидные времена никто не забыл, все зафиксировано. В европейской политике, если этот компромат поднять, она может еще и присесть. Да. Другие же... Вот, например, где работал тот же... Я без теории заговора, да, не люблю теории заговора, что там какие-то непонятно, кто правит миром. Нет, миром правят интерес. Интересы. Кем работал Макрон до того, как стать президентом? В чьей структуре? Банкиром, да, в структуре Ротшильд и Ко. Да и так по каждому пройтись. Европейская элита ориентируется, даже национальная, к сожалению, ориентируется в первую очередь не на национальные интересы своего государства, а на те бизнес-группы, которые их привели. А те бизнес-группы ориентируются на свои интересы, на свою прибыль. И вполне возможно, как мы понимаем, капитал не имеет родины, не имеет границ. Вполне возможно, им выгодно, переместив свои капиталы, или они давно уже были на территории США. Это нужно по каждой компании отдельно проходиться. Да? Угробить сейчас европейскую экономику в угоду того, чтобы выстояла американская экономика. Потому что Америка как механизм в руках капитала, то есть как государство как механизм, как корпоратократия, которая влияет на прибыль, влияет на возможности зайти на тот или иной рынок, гораздо сильнее, чем Европейский Союз. Европейский Союз – это уже рудимент. Вопрос только времени, когда он начнет структурно сыпаться. Системно он уже посыпался. То есть те решения, которые принимаются, мы видим, что все, это не субъект. Это даже не игрок. То есть Европейский Союз сейчас в геополитическом смысле находится на той же пищевой цепочке, что и Украина. Что и Украина. Ему что говорят, то он и делает. Поэтому надо будет дать Украине там какой-то кредит, деньги, там, да, оружие. Они последнюю рубаху снимут с немца, с француза, с бельгийца, но дадут. Они дадут, потому что им прикажут. А если они не дадут, то будут массовые протесты, либо будут уголовные дела, либо случайно что-то с человеком может случиться. Там, где большие деньги, а сейчас, заметьте, еще лет 5 назад, да, и речи не шло о том, что можно стрелять в поле. Не, ну шло, понятно, там Синдзо Абе, да, и прочее. Но суть в том, что раньше мы не понимали, что можно вот так вот взять, ну, просто убить политика там такого уровня, да, что можно взять и выстрелить в Фицо,
да, который потом попадет в больницу. Ну, что кто-то может отравиться. Это все проходило, это были редкие случаи. Понятно, что и американцы это проворачивали давно, и в Панаме подобные вещи были, когда была борьба за Панамский канал. Частенько это все продолжалось. Но тем не менее, последнее время, последние несколько лет, это легализовалось, это стало нормой. Уже люди, когда слышат, читают эти новости, у них вау-эффект не возникает. Как это возможно? Да так возможно. То есть это уже стало обыденностью. Поэтому те, которые в Европе, это наемные менеджеры определенных бизнес-групп и кланов. Они конкретно понимают, под какие задачи они пошли, и если эти задачи не будут выполнены, что с ними может быть. И то же самое, я хочу сказать для дорогих зрителей, то же самое сейчас и с украинской властью. Зеленский тоже прекрасно понимает, под какие задачи его привели. И если он эти задачи не выполнит, да, то что с ним будет? И если, например, есть какие-то чаяния у Зеленского, либо у Ермака, что они смогут уехать и подорожувати, как парни говорили, да, потому что они еще достаточно молоды и в полном расцвете сил, то тоже существует такой большой-большой вопрос, дадут ли им эту возможность? Или все-таки те капиталисты западные, которые всю эту кашу заварили в экономическом смысле в Европе и впрочем, да, и которые контролируют Зеленского, могут подумать, а немного ли тебе, парень, тех денег, которых ты навывозил, причем наших законных денег. А самое страшное преступление в США – это кража денег, и не более того. Да, друзья, подпишитесь на Лазарева, поставьте лайк этому Спасибо. видео, сделайте там свой комментарий, оставьте, да. Репосты, время сейчас такое сложное, может, как бы дело не в репостах, дело в том, чтобы здесь там, поучаствовать в дискуссии, в комментариях в том числе. У меня к вам еще один вопрос. Я затрагивал тему фронта, но ее постыдно, похабно ретушируют всякой дичью. Ну, там, Арахамия с картонкой фотографируется с депутатом, да. Вот это вот мы там возвращаем доверие. Вот эти там без угла там скандалит, бегает возле... Ну, в общем, это как бы трансляция же, все. То есть фронт, ведь это ведь самый главный момент. Многие действительно сегодня удивились, и достаточно неожиданным таким прозрением стало взятие Часов Яра. Да, сейчас там говорят, все не так однозначно, не до конца, идет там, понятное дело, элементы стабилизации и зачистки, но по сути есть уже видео подтверждение, есть, ну, что конкретно весь населенный пункт контролирует российская армия. Если мы взглянем на карту и поймем там, и тут, может, тут не надо быть уже военным экспертом, все видят конкретно ситуацию вокруг Покровска и ситуацию вокруг Авдеевки. Одно и то же. Точно так же. Полуохват, полуклещи, накал давления, ВСУ, кто может, уходит, кто не может, ну, остается. Опять там есть инсайды, что очень много пленных в Часовом Яре, да, например, во время сегодняшних, ну, вчерашних, сегодняшних этих событий. Видео есть сегодняшнее, тоже демонстрируют российские военные. Получается, все идет, ну, как по той же схеме, что и с Авдеевкой. Однако Авдеевка привела к колоссальному количеству проблем на фронте. Ну и, соответственно, то, что мы наблюдаем сейчас, это ведь все ниточки одной цепи. Ну, как бы звенья одной цепи, ниточки тянутся из Авдеевки, потому что Покровск, сейчас вот Днепропетровские заходы, Южнодонецкое направление, это все авдеевские причины там. Залужный тогда быстренько смылся, поменяли Сырского, и как бы Авдеевку сдавал уже Сырский. Сейчас, получается, точно таким же макаром будет сдаваться Покровск и Константиновка. И после Авдеевки был серьезный скачок вперед. Сейчас, получается, будет тоже серьезный скачок вперед, но уже прогнозируют к Краматорску и Славянску. Мне такое ощущение складывается, что даже когда фронт посыпется, ну, посыпется, нам скажут, не посыпалось. Это просто так вот, так надо. Ну, такая война, ничего не поделаешь. Но мы там, у нас фортеця, у нас там еще чего-то, героическая оборона, и это все будет растягиваться во времени и дальше. Как вы оцениваете влияние фронта на политику сейчас и события, которые мы видим на Востоке?
Ну, это классика жанра. Я не буду называть государство, да, но это середина прошлого века, вот, когда под одним многоизвестным городом стояли уже войска, и в этом городе, да, в штабе, в ставке штаба все равно думали, что все выстоят, и все будет хорошо, и они непобедимы, и вообще вперед, и эта страна превыше всего. Такая история уже была. Такая история была, и неоднократно она повторяется, и была и раньше. Никто не любит признавать поражение, особенно из политиков. Ведь есть колоссальная разница между государственными деятелями и политиками. Да? Ну, есть фраза расхожая, что политик думает про следующие выборы, да, государственный деятель про страну. Про выборы уже, честно говоря, вряд ли там кто-то думает, да, из окружения Зеленского и сам Зеленский. Они прекрасно понимают, что никакие выборы им победить не удастся. Но вот они думают, что как бы продлить еще люфт возможностей для того, чтобы заняться тем грабежом, которым они занимались последние годы. И если начать признавать поражение, если начать признавать те проблемы, которые есть, они понимают, что могут начаться волнения, что тогда необходимо будет объяснять многие действия, что необходимо будет объяснять, условно говоря, что произошло в Курской области, зачем это было нужно, да, сколько там людей положили, да, необходимо будет давать на многие вопросы ответы. А эти ответы приведут к политическому уничтожению самой системы. То есть идеология разрушится, пропаганда разрушится. Эта же пропаганда стоит на непогрешимости действий Зеленского и его окружения, на непереможности генералов, да, которых назначает Зеленский. Они не могут просчитаться, они не могут проиграть. Вся же проблема в том, что западного оружия не хватает, а не потому, что да, несоизмеримо было изначально эти все вопросы. То есть в этом вся беда. И пока эта логика будет, а она будет, пока они находятся во власти в Киеве, то как бы фронт не рушился, как бы не продвигались, да, мне кажется, пока уже под Банковой там не будут стоять, да, либо одни, либо другие, вот, они в тот момент будут рассказывать, что все хорошо, все под контролем, что ничего не разрушилось, это все ЦИПСО или ИПСО, как там правильно, это все брехня. Ми потужні, ми виступимо, ми вистоїмо, і ми зберегли державність. Ну, в этом вся беда. Потому что если бы человек мыслил о государственных интересах и о интересах народа Украины, то, во-первых, можно было не довести до того, что эта война началась, а такая возможность была, и это факт. Была такая возможность, и переговоры велись, и звонили, даже писали недавно на Западе, что Ермак там расходился, да, в своем красноречии посылал всех. Куда ты посылаешь? Да посылался. Вот. И в Стамбуле первом была такая возможность. Если бы думали о сохранении жизни людей и государственности, а не о том, как можно на этом заработать. И о том, что вы, опять возвращаясь к предыдущей теме, о которой мы говорили, что вы пообещали своим курирующим структурам там, потому что там это было выгодно. Не зря же Джонсон решил воевать. И где сейчас Джонсон? С окопом где-то под Славянском, да, или где там он находится? Или в Лондоне пьет себе чай с молоком и курит сигару. И думает, как и красиво их развить. Показывали, как там шампанское с горла, вот это путешествие. Ну или шампанское, ну конечно. Короче, они хотят как Джонсон, я понял. Да, они хотят как да. Джонсон, колесить по миру, там, пить с горла шампанское, путешествовать, быть узнаваемыми, там, вот таким макаром. Ну вот, в принципе, как бы и понятен. Хотеть не вредно, да. Понятен этот процесс целеполагания, да, вот куда, примеры, с кого они берут пример. Да. Как-то так. Александр Лазарев был моим собеседником сегодня. Спасибо большое за время и мысли. Спасибо. Друзья, берегите себя. Всем добра и света. До скорого.